Обычно белки крайне осторожно относятся к людям и стараются избегать любого контакта с ними. Поэтому удивительно, что одна конкретная белка подошла к человеку и умоляла его о помощи в спасении своего потомства. Последующие события действительно замечательны. Ежедневная рутина Майкла включала прогулку в парке рядом с его домом, что служило двойной цели, позволяло ему подышать свежим воздухом и заняться физической активностью. Эта практика была особенно важна в пик пандемии, так как выход из дома был жизненно важной частью нашей повседневной жизни, и Майкл не был исключением. Кроме того, Майклу нравилось наблюдать за разными мелкими существами и птицами, которые жили в парке. В парке водилось множество белок, которые постоянно сновали и прыгали среди ветвей. Однако они стремительно убегали при появлении человека или его движениях поблизости. Белки могут быть очень дружелюбными, когда живут рядом с людьми, и становятся относительно ручными. Они часто знакомятся с людьми, если живут на их участках, и могут брать у них еду. Есть много видео, как дикие белки чувствуют себя как дома на задних дворах людей. Но обычно это в местах, где с белками взаимодействует лишь несколько человек, белок, и они привыкают к тем, кого видят каждый день. Но в этом парке белки не подходили близко к людям. Там было слишком много людей, которые ходили, и они не могли сблизиться с кем-то конкретным. Также в парке жило много белок, поэтому они держались со своими сородичами как можно больше. С изобилием еды, деревьев и воды им не была нужна забота людей, пока одна из этих белочек действительно не оказалась в отчаянной нужде человеческой помощи. Это был еще один прекрасный день в парке, и Майкл гулял, как вдруг что-то у его ног привлекло его внимание. Он посмотрел вниз и с удивлением увидел белку, кружившую у его ног. Это был первый раз, когда какая-либо из белок парка подошла к нему так близко, и он нашел это очень милым, но также очень странным. Он попытался отойти в сторону, но белка продолжала держаться рядом. Он останавливался, и она его рассматривала, даже начинала тереться о ноги. Это было действительно странно. Вокруг было немного людей, поэтому имело смысл, что она подошла к нему. Сначала Майкл подумал, что белка, должно быть, ищет воду или еду. Он знал, что, наверное, не должен кормить животное. Но он также не знал, что еще сделать, поэтому налил немного воды в крышку от бутылки и поставил на землю рядом с белкой. Но она продолжала тянуть его за штаны. Определенно, она хотела не воды. Это озадачило Майкла. У него в кармане были несоленые орехи, и он решил, что если она настолько голодна, что просит еду у человека, это должно ей помочь. Но она снова проигнорировала предложение и пыталась привлечь его внимание. Когда он начал идти, она выбежала перед ним, но продолжала оглядываться, как будто проверяя, следует ли за ней Майкл. Его любопытство взяло верх, и он решил последовать за ней. Она побежала в лесную часть парка через большие камни и под большим древесным пнем. На мгновение Майкл подумал, что потерял ее, но когда он не последовал достаточно быстро, она снова высунулась, чтобы посмотреть, где он, а затем снова дождалась, пока он последует за ней. Они дошли до группы больших деревьев, и белка направилась к большому кусту под одним из них. Когда Майкл подошел ближе, он увидел, что там лежит крошечный бельчонок. У него была травмирована лапка, и он не мог легко двигаться. Белка подбежала к своему детенышу и посмотрела на Майкла, как будто умоляя о помощи. Майкл не знал, как помочь. Во-первых, он понятия не имел, что делать с раненым бельчонком. Но он также не хотел подводить маму-белку после того, как она умоляла его о помощи. Она, казалось, доверяла ему, и он сделает все возможное, чтобы это заслужить. Затем он оглядел ту часть парка и увидел большую кошку на одном из деревьев. Она пристально наблюдала за белкой, и каждый раз, когда приближалась, белка пыталась спрятаться за Майклом, пытаясь защитить своего детеныша. Похоже, кошка пыталась напасть на белок, и маме удалось отогнать ее и защитить детеныша, но тот уже был ранен. Поэтому она поняла, что ей нужна помощь, чтобы защитить его от кошки. И здесь пригодился Майкл. Майкл любил всех животных. Во время долгих месяцев изоляции он даже думал завести кошку. Он никогда бы не прогнал животных, но сейчас ему придется это сделать ради безопасности белки
и ее детеныша. Майкл подошел к дереву, на котором была кошка, и аккуратно попытался спустить ее, не напугав. Кошка осмотрела его, потянулась и спрыгнула с ветки. Затем Майкл отогнал ее. Сначала кошку, казалось, не беспокоили его попытки. Она пыталась подобраться к Майклу сбоку, потираясь о его ноги, пока он пытался ее прогнать. Но затем кошка вдруг начала возвращаться к белкам и выглядела так, будто готовится к прыжку. Майкл понял, что ему нужно быть намного тверже с кошкой. На этот раз он издавал много шума и был намного менее деликатен, прогоняя кошку. Наконец, кошка убежала в другом направлении. Она остановилась неподалеку, но когда Майкл прогнал ее дальше, она убежала окончательно. Майкл немного чувствовал себя виноватым из-за того, что прогнал кошку, пока не вернулся к белке и ее детенышу, который все еще почти не двигался. Они были в безопасности, по крайней мере, сейчас. Но детенышу все еще требовалась медицинская помощь, которую Майкл не мог оказать. Он нашел местный спасательный центр для животных, чтобы те приехали и осмотрели белок и помог им, пока ждал их приезда. Он оставался рядом с белками, чтобы убедиться, что с ними все будет хорошо. Было довольно здорово проводить время с дикими животными, и они были совершенно спокойны рядом с ним. Белка просто знала, что может расслабиться со своим новым другом, не спуская глаз с них обоих. В конце концов, приехала спасательная команда и забрала маму с детенышем, чтобы вылечить ему лапку. Благодаря доброму сердцу мамы, заставившему ее проявить храбрость, и благодаря помощи их нового друга, мама и детеныш теперь были в безопасности, и он мог выздороветь. Через некоторое время спасательная команда сообщила Майклу, что белки полностью здоровы и готовы вернуться домой. Они отпустят их в другой части парка в надежде, что кошка не вернется. Но вы не поверите, что сделал Майкл дальше. Он жил прямо рядом с парком и имел дом с огромным деревом на заднем дворе. Вместо того, чтобы отпустить белок прямо обратно в парк, он попросил спасательную команду сделать нечто слегка иное. Он хотел, чтобы они отпустили их в дерево у его дома. Там у них была бы возможность перебраться через небольшую дорогу обратно в парк, где они жили раньше. Но это также могло стать для них безопасным местом для жизни и привыкания обратно к дикой природе. Спасательная команда согласилась, и одним ранним утром они выпустили белок в большое дерево на заднем дворе Майкла. Выводок был намного больше, но Майкл все равно чувствовал сильную привязанность к ним. На протяжении длительного времени белки жили в его дворе. В конце концов, они, похоже, ушли зимой. Он почти не видел никаких белок, даже в парке. Однако, когда наступило лето, белки возобновили свои регулярные визиты к его дереву, и ему нравилась мысль: «Пожалуйста, поделитесь им и подпишитесь на наш канал. Также нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить обновления с нашего канала. Спасибо».